Представители знака зодиака Телец. Тельцы мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря. Вот на этой неделе осень у нас встречается с зимой. Последний месяц года. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Вообще планетарно должна сказать, и думаю, что сделаю еще дополнительное видео, что же вот для нас будет наиболее важным в конце года. Но если планетарно, теоретически, так сказать, знаете, для вас, для нас, для всех будет очень важно уделить внимание личной жизни, отношениям. Конечно, это могут быть отношения как социум наш, отношения на работе, но вот именно наше взаимодействие с людьми. Понятно, что в первую очередь с близкими людьми. Какие мы видим отношения. Здесь как, с одной стороны, примириться, может быть, или найти какое-то среднее арифметическое с теми людьми, которые нам как будто нужны, или с которыми нас может еще столкнуть судьба. Вот есть такой момент. Или в личной жизни тоже внести какую-то ясность. Ну ладно, забежала немножко вперед. Давайте, эта неделя тоже, вот именно где-то личная жизнь. Чем бы мы ни занимались мысленно, мы будем где-то переосмыслять наши отношения. Вот как будто так. Ну, давайте мы узнаем, что для вас будет важно на неделе, или какие-то приоритеты, то, что вам важно знать, или чем вы будете заниматься, или в целом нам карта покажет ваше настроение. И у нас сегодня колода 78 дверей, и как раз она должна нам рассказать о какой-то конкретике, потому что это больше метафорические карты. Итак, что важно знать? Вторая карта, чего не избежать. Чему сейчас не время? Достанем такую карту. Или что может помешать? А что будет помогать, мои дорогие тельцы? Что скрыто? Обязательно достанем такую карту, как подсказка. Может, и кто-то от нас скрывает какую-то информацию. Может, и мы не придаем значения. И по основным сферам жизни энергетика. Дела, работа, бизнес, как на неделе. Денежная энергия для вас, тельцы. Личная жизнь в целом, тоже энергетику посмотрим. И достанем карту совет. Как видят карты, что-то нам тоже, может быть, суммируют, подскажут. Итак, что важно знать, и вот правда, карта прошлого. Но не совсем карта, буквально прошлое. Это все то, наверное, о чем я сейчас долго говорила, карта влюбленная, о тех отношениях, которые уже сложились. Это может быть как и личная жизнь, это может быть как взаимоотношения с коллегами, руководителями, или то, что у вас по работе уже, да, вот какие-то контакты людские. И этому стоит уделить внимание. Мысли ваши невольно будут через отношения осмыслять ту или иную проблему, или создавшуюся ситуацию, или я хочу чего-то добиться, в конечном итоге все решают люди. Значит, где-то нужно провзаимодействовать правильно с людьми, с конкретным человеком. И вот как раз эта карта говорит о тех людях, которых мы уже знаем. Вот в каком контексте это идет карта прошлого. Но, безусловно, эта карта нам еще и говорит о том, что где-то дипломатия, мы не должны зазеваться. И в этой колоде карт, обратите внимание, молодой человек и его спутница, они как будто шли куда-то, ну, внезапно, встретили цыганку, и вот уже цыганка что-то там гадает, говорит, и так она ему заговорила, ну, где-то голову, ментальность, что он уже забыл про свою спутницу, а спутница стоит, ну, вот так вот отступив, как будто полшага назад, и спокойно, невозмутимо наблюдает. Ну, давайте, давайте, как будто думает, я за вами не только пронаблюдаю, но сделаю выводы тоже. Вот какое-то подобное наше состояние может быть. Но мы можем быть где-то в любой роли из этих трех персонажей. Где-то мы можем выступать как и в роли цыганки, которая что-то говорит, преследуя свой интерес, почему нет. Мы можем оказаться в роли молодого человека, когда пелена словно перед глазами, и мы на какой-то момент утрачиваем реальность, и тогда нужно вернуться, может быть, из каких-то наших радужных мечт или то, что нам приятно слышать, опять же, в какую-то реальность. В зависимости от того, что это будет, мои дорогие тельцы, руку на пульсе надо держать. Именно через отношения есть возможность добиться очень многого. Но правильно выбранная тактика, стратегия вам помогает.
чего не избежать или неожиданности, туз жезлов. И если мы говорим в этой колоде, принципиально важное значение имеют двери и ключи. Каким образом их открыть? То по карте влюбленная нет дверей как таковых. То есть все в нашей власти. Мы управляем процессом. А в неожиданностях, посмотрите, нам показан, по сути дела, маг-волшебник, который стоит возле двери и пасами или волшебным заклинанием открывает эти двери. Правда, слово это опять же где-то через общение или какая-то ваше знание, ваша идея, ваш инсайт, как вы определитесь с чем-то или сделаете свой выбор в неожиданностях. Может быть, будет неожиданный выбор. То, что вы думали прежде, вы получаете какую-то информацию, и у вас все встает по своим местам. Вот тот самый пазл, как будто у вас складывается. И вы знаете этот пароль какой-то тайне вашей жизни или какой-то тайне как вопросу, который прежде не решался. Опять же, больше позитива в этой карте, несомненно, и вы выступаете как в роли мага-волшебника. Вы для себя самого, самой в эту неделю можете с чем-то определиться, внести ясность. И как будто, есть определенный реванш, когда вы можете что-то сделать вроде как не затратно по физическим усилиям, но работа интеллекта, она как раз и помогает, может быть, определиться с тем, что раньше было словно вот за такими дверями, или то, что было вам непонятно, или было как будто может быть, а может и не быть. Вот есть какой-то пункт, где совершенно отчетливо вы будете видеть либо ситуацию, либо отношения, либо какой-то прогресс на будущее. Чему сейчас не время. Этому всегда время. Нам говорят о том, что по девятке кубков это карта самодостаточности, когда есть деньги, когда вы, в принципе, контролируете от и до любую материальную составляющую вашей жизни. И плюс как будто и на будущее нам тоже обещают для вас, мои дорогие тельцы, материальное благополучие, да. Но девятка любая, это преддверие перемен. Нам она говорит, что что-то будет меняться. И если мы говорим, хоть и кубки, но здесь не про чувства. Здесь все же про деньги, финансы, материализм какой-то. Может быть, это имущество, может быть, это какие-то сделки с имуществом, или с жильем, или ваши планы. Поэтому не время как будто тратить деньги, мои дорогие, или не считать их. Наверное, быть более расчетливому. Почему? Потому что будут перемены. Есть, значит, то, что мы где-то не можем просчитать. Что-то, безусловно, у вас просчитано. Нет закрытых дверей и в этой карте, нет преград. Но здесь единственная преграда с чем-то не ошибиться на потом или не остаться как будто обесточенным на какой-то последующий период от неправильно принятых решений в плане трат, мои дорогие. Но вообще у вас очень сильная позиция. Или где-то не быть самоуверенным, если чему сейчас не время, понимаете? Хорошо, что нам будет помогать? Вот интересно, четверка мечей. Посмотрите, закрытая дверь, и человек как будто слепой, плохо видящий. Нам показан на карте. Но что интересно, он не выглядит как человек, у которого есть этот недуг. Обычно люди, которые страдают именно плохим зрением, они не имеют вот такой гордой осанки. Нам показан человек с хорошо развитым плечевым поясом. Посмотрите, физически он прекрасно сложенный. И если бы мы убрали с вами просто вот эту трость, да, вот так, теоретически, то он похож просто человек в темных очках, проходит мимо двери, и все. Поэтому эта трость, это, знаете, как фетиш какой-то может быть. И для вас может быть такая ситуация, когда словно нам нужно продемонстрировать, что в этом месте мы были, или как будто мы в теме, но мы одеваем маску для того, чтобы уйти от каких-то разговоров или от того, чтобы нас не принудили вот заходить в какие-то двери или выполнять какую-то работу, или принимать участие, да, можно до бесконечности продолжать. И мы вынуждены вот так, одев маску, где-то уйти от решения каких-то вопросов. Или где-то мы вынуждены схитрить. Это как будто помогает. Может быть, для отчасти, для самосохранения, а может быть, именно для того, чтобы
ну, ту ситуацию, которую вы не можете просчитать от и до, что-то будет словно явью, открыто, но, видимо, не все. И будут еще какие-то белые пятна, да, в какой-то истории, когда вот такой нейтралитет или маска будет вам буквально помогать. Вы будете демонстрировать, что я вроде бы как и в курсе, но я пока не знаю, не определилась, например, или, ну, как-то, будем говорить, не самое красивое выражение, выкрутиться, чтобы у нас была возможность из какой-то ситуации, или выйти, может быть, по-английски уйти, или время для того, чтобы привести мысли в порядок, прежде чем кому-то давать какие-либо обещания. Вот что-то такое подобное. Придется где-то, может быть, и поставить что-либо на паузу. Такое по четверке мечей в других колодах. Это все-таки у нас неспешность, когда мы... Ведь человек мог зайти в эти двери, так и мы как будто можем. Но вопрос целесообразности, а надо ли? А нужно ли участвовать? Вот здесь будет та тема, в которой лучше вам не торопиться. Давайте посмотрим, что же скрыто. А вы знаете, что скрыто? Мои дорогие тельцы, вы не доверяете. Есть, по крайней мере, видимо, один человек, как минимум, или то, что вам было обещано уже прежде, видимо, человек, либо, может быть, и организация, кстати, не сдержали свое слово, но организация, понятно, в лице руководителя какого-то. Было обещано одно, по факту получилось другое. И в итоге вы понимаете, надеяться я могу только на самого себя. И в безопасности я могу быть только наедине с самим собой. Все остальное как будто требует большого внимания, концентрации этого внимания и постоянно делить надвое. Вот само, в принципе, недоверие в чем-то или в ком-то вынуждает вас, вот может быть, эту позицию, такую, когда одеваем маску, может быть, этих масок несколько, придется менять, как будто тут что-либо не должно увести нас с пути истинного. И вас могут уговаривать для того, чтобы вы, правда, либо куда-то отправились, или изменили свои планы, или участвовали в чем-то. И могут рисовать такие радужные перспективы, когда можно замечтаться. И вот у нас показан отшельник. Дверей, кстати, нет. Тут сама дверь – это ваша философия где-то жизненная, принципы больше. Здесь не про те рассуждения или сомнения в самом себе нет, тут как раз сомнений нет. А тут есть чья-то чужая игра, мои дорогие, правда, вот что скрыто, которую вам не рассказывают, но выдают внешне, как какой-то либо бонус, либо что-то увлекательно заманчивое. И поэтому где-то нужно оставаться верным самому себе и своему как будто жизненному пути. У кого-то это может касаться вашего ремесла, бизнеса, работы, а у кого-то и через отношения. Вот есть какая-то правда. Может быть и правда. Вот эта позиция, что нам помогает, я подробно описала эту карту, как будто правильно так и поступить, надев маску, потому что остальные делают то же самое. Дела, работа, бизнес. У вас сильная позиция, нам еще раз повторяют карты, и как раз девятка пентаклей, деньги будут. Работа приносит успех, какой-то прогресс, и в том числе и финансовый. И мы говорим про двери. Вы сами как будто эти двери открываете и решаете, кого впустить в свою жизнь, какими вопросами заниматься, кто будет в вашем окружении. Кстати, вопросы окружения действительно, с учетом старшего аркана влюбленные, для вас будут, наверное, первый план или первая задача, словно, ну, так причесать свое окружение и понять, как и кому я могу доверять, и вообще с кем следует продолжать какое-то взаимодействие и в какой конве. Но, повторюсь, нет ничего невозможного. Любой вопрос вы решите. Но, видимо, какое-то недоверие, мои дорогие тельцы, оно будет присутствовать. Вот эти две карты, которые где-то перекликаются между собой с учетом позиций и дела, работы, бизнес. По девятке пентаклей ваша сильная позиция не должно быть как будто ошибочного решения, когда вы рискуете своим благополучием, когда вы рискуете отчасти своим здоровьем, когда вы рискуете своим статусом, всем тем, что вы достигли. Не должно быть лишних людей, как в окружении вас, как где-то, ну, может быть, среди узкого круга общения, я имею в виду коллег, так и буквально вхожих в ваш дом.
Давайте посмотрим, что на деньги, хотя нам про деньги уже сказали, Верховный Жрец. Ну, где-то перекликается, опять же, с картой отшельника, то, что наш путь, который ваш, мои дорогие тельцы, то, что вы себе задумали, следует продолжать. Вообще проходит по этой карте тоже неспешность, и как будто мы сталкиваемся с теми ситуациями, с которыми ну, мы должны были невольно столкнуться, или складывается та обстановка, которая может быть для нас как принятие решений и то, что это по судьбе, своего рода как развилка. Конечно, по этой карте может еще и означать тот момент, когда к вам могут обращаться за помощью или как к эксперту. У вас могут учиться. Вообще у вас очень сильная позиция и по финансам. Но, видимо, все-таки Верховный Жрец это у нас не про деньги, не про богатство, хотя про деньги нам уже сказали. Но какая-то ваша важная идея, задумка, видимо, по части зарабатывания денег, она должна быть осуществлена. И вас будут пытаться как будто, может быть, ну, чтобы вы потратили деньги, склонить к чему-то вполне вероятно, или предлагать какие-то варианты, и, может быть, нужно оставаться твердому, или для кого-то из вас это может быть деньги, да, если мы рассматриваем и карта Верховный Жрец. Мы можем решать какие-то финансовые вопросы, например, в банках отчасти. Мы можем согласовывать какие-то документы. И в то же время мы можем планировать свое будущее. И кто-то из вас будет предполагать, я пойду учиться. Или мы решим для того, чтобы было больше денег в плане заработков, нужно либо изучить дополнительную специальность, может быть, у кого-то получить права, у кого-то выучить язык, понимаете, да все что угодно. Словно добавив себе возможностей, к нам приходят дополнительные деньги. В целом, будьте, знаете, очень внимательны, как и к финансам, как и к своим перспективам, так и к информации, которая к вам приходит. Ну и, наверное, я бы сказала, хитрить придется. Или мы хитрим, или мы тогда на чью-то хитрость можем поддаться. Личная жизнь, взаимодействие. И правда, взаимодействие, все то, что я говорила по старшему аркану влюбленные, и до того, как я раскладывала сам по себе вот этот наш расклад, будет иметь значение, в принципе, как в личной жизни для пар семейных, и вы будете, видимо, исходя из той обстановки или ситуации, каковы ваши отношения, что-то планировать дальше или приходить к какому-то балансу. Для тех, кто в сложных отношениях, будет искать тоже какое-то среднее арифметическое или какой-то нейтралитет. Не хочется, с одной стороны, скандалить или выяснять отношения, с другой стороны, двойственности вам тоже не хочется. Но вы можете принять такое решение, что сейчас есть то, что вот тот нейтралитет, как лучше добрый мир, он, чем худая ссора. Вот такое тоже может быть. Я не могу сказать, что вы останетесь довольны, правда. Но, видимо, вот эта неделя, пока рано какие-то окончательные вердикты выносить. Мы больше, наверное, наблюдаем, вот как по этому аркану влюбленные. Давайте мы посмотрим совет от карт. Кто-то к вам, знаете, у кого-то может состояться, кстати, знакомство. Запросто. Может такое быть с учетом аркана влюбленные и где-то Верховного Жреца. С другой стороны, это скорее, я бы сказала, возвращение того человека, которого вы знали прежде, но по какой-то причине не было контакта в долгое время. Вы можете его случайно встретить, или это может быть ожидание того человека, которого вы долго ждали, или с которым вы на расстоянии, а встретиться все никак не получалось. По пажу жезлов нам не говорят о чем-то далеком. Нам просто говорят о том, что будет какая-то тема вас радовать, какие-то отношения, безусловно, радовать. В целом, позитивная неделя для вас, как для настроения, как какие-то комплименты. Если мы говорим про двери, вы сами, опять же, от вашего какого-то решения будет зависеть, дадите вы какой-то теме или интересующему проекту продвижения. Как вы решите в отношении того или иного человека, стоит ли продолжать какие-то контакты. Но, помимо всего прочего, эта карта нам еще обещает какие-то приятные неожиданности, подарки или приятные комплименты, как будто. И тогда
как будто следует принимать, мои дорогие тельцы. Перекладывайте на себя. Сама по себе неделя позитивная, но телец никому не верит. Вот сказала бы так.